Здравствуйте, мои уважаемые коллеги и друзья. Я Евгений Рыболтовский из России. Я уверен, что большинство из вас обо мне слышало. Кто-то из моих друзей даже бывал у меня в гостях. И хочу напомнить, ребята, я всегда рад вас снова видеть. Приезжайте в любое время, когда сможете. Я благодарен Филиппу за приглашение на конференцию. К сожалению, отношения между нашими странами сейчас такие, что виза получается очень долго, и я не успел ее получить. Если вы пригласите меня на следующий год, то я займусь этим уже летом и уверен, что следующий год будет более удачным, я смогу лично присутствовать. Но пока я хотел бы с вами поговорить не об амфибиях, не только об амфибиях. Так будет вернее. Я хотел бы поговорить о том, что мы с вами все делаем для амфибий и для охраны природы в целом. Я когда-то занимался рептилиями многие годы, причем всерьез. Я работал с Академией наук России, но в 1993 году моя душа заболела амфибиями. Я тогда побывал с экспедицией во Вьетнаме и увидел, что происходит с тропическими лесами, и понял, что наиболее угрожаемая группа сейчас это амфибии. Ну и, конечно, они мне понравились сами по себе как очень интересные, очень разнообразные животные. И с 1993 года я работаю в основном только с различными амфибиями. Я счастливый человек, поскольку, работая с Академией наук, я имею возможность получать многие чрезвычайно редкие виды, доступные раньше только ученым, которые, как вы знаете, в основном животных собирают для музейных коллекций, для научной работы. Но я стал получать некоторые виды и в живом виде. Это оказалось очень интересно и для меня, и для ученых, поскольку одно дело заспиртовать и изучать животное только во взрослом состоянии. Другое дело, как у нас сейчас многие годы идет сотрудничество, увидеть весь цикл, увидеть, как делается кладка, увидеть икру, изучить ее, посмотреть, как вылупляются головастики, как идет развитие. Таким образом, не только я работаю с лягушками, но и ученые получают возможность просмотреть весь цикл вида и составить более полное описание данной амфибии. Я уже не знаю, сколько видов я развел, гораздо больше 100, видимо. Сейчас наша коллекция составляет около 50 видов. У нас очень маленькое помещение. К сожалению, мы финансируем себя сами полностью, поэтому не имеем возможности содержать те коллекции, которые бы хотели, поэтому вынуждены очень и очень ограничиваться. Но многие виды у нас действительно очень интересные. Виды, которые не содержатся в других коллекциях, никогда не содержались в мире. Виды часто это новые, вновь открытые виды, с которыми следует работать и следует их разводить и внедрять в террариумную культуру. Наверное, самое главное, самое основное достижение, которое когда-то я сделал, это внедрение в террариумную культуру таких лягушек, как телодерма, лишайстые веслоноги. Первым видом это была телодерма кортикали, сейчас известная всем. Никто об этой группе не знал вообще. Эта группа была настолько неизвестна, что террариумисты даже не слышали об этих удивительных лягушках. И в 1995 году, привезя первые две пары телодерма кортикали, я потратил 3 года на то, чтобы понять, как эта группа амфибий живет в террариуме, как надо ее содержать и как разводить. Сейчас кажется смешным, глядя на простоту содержания и разведения всех телодерм, которые стали популярны после внедрения телодермы кортикали. Уже 3-4 вида абсолютно популярные и очень часто встречаются в террариумной культуре. Но тогда все это было ново. Мы вообще не понимали, как живут эти лягушки. Это были случайные находки, потом мы научились их искать. А сначала мы не понимали, что представляет из себя эта лягушка. И представьте, 3 года ушло на то, чтобы научиться содержать, разводить, выращивать и поднимать такую, казалось бы, элементарную сейчас лягушку. Методика содержания тогда была отработана, опубликована во многих странах. И, собственно, все сейчас ею пользуются. И уже по миру немало
фанатиков, которые увлечены именно родом телодерма, родом лишаистых веслоногов. Это и телодерма вьетнамензе, это и телодерма стеллятум, и телодерма асперум, телодерма гордони у кого-то встречается. Многим очень нравятся эти лягушки. И я могу сказать, что я горд, что дал шанс этим видам. Дело в том, что это лягушки, живущие в основном в первичных лесах, в лесах, не тронутых человеком. Это лягушки, которые занимают дупла в больших деревьях, чаще всего большинство видов. И при рубке леса эти виды исчезают. Что происходит в Юго-Восточной Азии, мы с вами все прекрасно знаем. Идет тотальное уничтожение лесов. Так вот, внедрив интерес к этому роду террариумистам, я, собственно, горд тем, что мы получили шанс на сохранение не просто одного вида телодерма кортикали, но и всей этой группы. Сейчас у нас в коллекции содержится, если я не ошибаюсь, 14 или 15 видов различных телодерм, в том числе и абсолютно новые, которые недавно открыты и только-только начинают у нас размножаться. Собственно, на сегодняшний день, наверное, вот в этих комнатах разведено впервые в мире около 20 видов различных. Это не только лягушки Юго-Восточной Азии, с которыми мы в основном работаем, это даже такие странные амфибии, которых знают все, знают во всем мире, как мексиканская роющая жаба или Rhinophrynus dorsalis. Даже этот вид у нас был разведен впервые в мире 2 года назад. В этом году у нас тоже есть молодняк. И я уже готов рассказывать, как этот вид можно содержать в культуре. Он оказался очень простым. То, что считалось загадочным, непонятным и невозможным к содержанию, мы поняли, что это очень простой вид, который можно содержать и таким образом сохранять. Так вот, о чем я сейчас хотел бы с вами поговорить в первую очередь? О том, что мы все должны осознать простую истину, что сейчас мы с вами, террариумисты, любители рептилий, любители амфибий, просто любители экзотических животных, мы сейчас остаемся последним барьером на пути уничтожения фауны планеты. Мы должны понять, что идет глобальное вымирание видов, и виновны в этом мы, люди. И лесов во многих странах, во многих регионах, на отдельных континентах, таких как азиатский в первую очередь, лесов практически не остается. И некоторые виды, приспосабливаясь к антропогену, они остаются жить, а вот некоторые виды исчезают полностью. Мы прекрасно знаем, что в горах существует высочайший уровень эндемизма. На каждой горке существуют виды, которых нету больше нигде. И достаточно вырубить такую горку для кофейной плантации, что происходит не просто каждый день, каждую минуту. Эти виды бесследно исчезают. В свое время я понял, что мы не вправе этого допустить. Не мы создавали этих животных. И не нам решать, жить им или нет. И сейчас действительно мы последний оплот, последний рубеж, который может позволить сохраниться очень многим видам на планете. Я чрезвычайно надеюсь, что через какое-то время человечество наестся и одумается и восстановит многие утраченные леса. Так вот, если мы не сохраним генофонд, выпустить в эти леса будет некого. Нам важно сохранить, нам важно содержать как можно больше и больше видов исключительно с целью сохранения их генофонда. Что происходит сейчас? Сейчас происходит очень страшная вещь в мире. Сейчас происходит подмена понятий. Я только что посмотрел в Фейсбуке. Мы все сейчас возмущены тем, что Фейсбук закрывает многие страницы, связанные с животными. Это ужасно. Многие люди сейчас начинают говорить о том, что содержание животных аморально, что содержание животных – это негуманное отношение к животным, и что животным место в природе. К сожалению, подобные общества в первую очередь нацелены не на сохранение самих животных, они нацелены на финансирование.
И это правда. Я думаю, что я сейчас скажу крамольную вещь, но вы все ее знаете. Мы прекрасно знаем, что даже такая организация, как комитет СИТЕС, не ведет к сохранению видов в природе. Эта организация ведет к уничтожению животных в природе. Она не позволяет внедрять многие виды в террариумную культуру, но никак не влияет на уничтожение их в местах обитания, тем самым не позволяя спасти многие и многие виды. Это либо глупые люди, которые не знают истинного положения вещей, либо подлые люди, которые хотят заработать на этом денег. Либо. Другого я не видел. И наша задача сейчас не просто содержать животных, не просто разводить животных. Наша задача сейчас, единственное спасение этих животных, еще и в том, чтобы донести до общественного мнения нашу позицию. Мы не просто киперы, мы не просто содержим животных. Да, нам это нравится, но мы видим в этом наше призвание. И наше призвание спасает сотни и сотни видов. Вы все это знаете, вы все это видите. Каждый из вас может привести десятки примеров спасения видов, которые уже исчезли в природе, в террариумной культуре. Прежде всего это касается террариумистов. Я не говорю про крупные виды, которые зрелищные и которые собирают много людей в зоопарках. Ими занимаются зоопарки. Но мелкие виды – это дело только наших рук. Поэтому я очень хочу напомнить вам, друзья, террариумисты – это закрытое сообщество. Террариумисты чаще всего стараются не контактировать с окружающим миром. Террариумисты очень мало рассказывают о своем хобби и привлекают окружающих людей. Это неправильно. 2 года назад, когда я это понял, мы создали свой канал. И мы, конечно, показываем много интересного для того, чтобы просто привлечь людей. Но среди этого интересного мы несем много информации. У нас есть канал специально про амфибий. Там не очень много людей, около 7 тысяч, но там люди, которые стали интересоваться амфибиями, и они получают информацию про амфибии. И у нас есть большой канал для всех. Так вот, спустя всего лишь год работы нашего основного канала я стал получать сотни писем от молодых людей, которые мне писали, что благодаря вам я пошел учиться на биолога, благодаря вам я пошел учиться на ветеринара. И я понимаю, что работа приносит какую-то пользу. Очень много лет я был директором детского зоопарка. У нас был небольшой зоопарк для детей, и 16 лет я им руководил, воспитывал детей и учил их любви к животным, любви к природе. Потом, к сожалению, государство сказало, что не может финансировать проекты для детей, и зоопарк был закрыт. Так вот, друзья, сейчас у нас главные задачи – это увеличение количества видов в неволе, размножение их, распространение их между собой для создания мощных резервных популяций, поскольку в природе скоро они будут уничтожены. Давайте создавать резервное ядро. И каждый из нас должен вести просветительную работу. Мы все должны рассказывать окружающим, вести каналы, вести различные группы в интернете. В конце концов, просто разговаривать с детьми о том, как хорошо, как замечательно и как правильно содержать животных. У нас на канале, к сожалению, у меня очень плохой английский, поэтому у нас канал русскоязычный. Но у нас на канале вместе с какими-то интересными, просто интересными роликами для животных есть ролики о том, где ученые, серьезные ученые нашей Российской Академии Наук рассказывают о том, что происходит в природе на самом деле и насколько необходимо содержание.
Есть ролики, где дети рассказывают о том, почему им интересны животные и почему они хотят их содержать. Есть ролики о том, где родители рассказывают, как это помогает им в общении с детьми и как это полезно для детей. Вплоть до того, что у нас есть даже ролики, где священнослужители рассказывают о том, что общение с животными и содержание животных необходимо для современного человека и для современной природы. И без этого мы сейчас жить не можем. Собственно, наверное, вот то, что я хотел вам сказать сейчас. Я прошу прощения, я, конечно, не рассказал ничего про амфибий. Но я очень надеюсь, что если в следующем году я лично попаду на конференцию, и мы сумеем пообщаться все с вами, я обещаю вам интересную лекцию о каких-то необычных видах, которые когда-то у нас разводились или разводятся сейчас. Еще раз хочу сказать, я сожалею, что наша коллекция на сегодняшний день очень небольшая, около 50 видов. Мы стараемся, чтобы это были интересные, редкие, необычные, трудно размножающиеся виды. Мы просто не можем себе позволить какие-то другие площади и другое содержание. У нас нет финансирования, мы все делаем сами, только за свой счет, поэтому мы живем почти круглосуточно. Днем мы ухаживаем за животными, потом снимаем ролики, ночью эти ролики монтируем. У нас очень мало времени. Нас мало и очень много работы. Но я очень надеюсь и верю в то, что результаты нашей работы будут распространяться. Ребята, не стесняйтесь привлекать новых людей, не стесняйтесь высказывать свою точку зрения. Пытайтесь убедить людей, что без содержания животных, без разведения животных эти животные умрут. Это правда. Вот то, чем мы сейчас должны заниматься, и то, что я очень хочу попросить всех вас начать делать. Это главное, что мы сейчас с вами должны сделать. Спасибо большое, ребята. Я надеюсь, что конференция пройдет удачно, плодотворно. Филипп, отдельное тебе спасибо за приглашение. Я постараюсь, если все сложится удачно, присутствовать на Герпетоне 2020. Счастливо!